Израиль не собирается отдавать сектор Газа под контроль Палестине, кто станет преемником Кадырова и российская армия, которая воюет с книгами. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Российская армия возобновила штурм Бахмута, скорее всего, от безысходности в Авдеевке. Вообще, тактика России вот в чем. Сначала отступить, когда занимают позиции наши войска, они контратакуют. Чеченская демократия. Кадыров забирает землю и дома у жителей центра столицы, если те не наведут порядок. На границе Польши и Украины умер украинский водитель, который стоял в очереди, что образовалось в результате блокирования границы. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать, оставлять свои мысли, это важно для нас. Ну и не забывайте подписываться на наши каналы, это важно и для нас, и для вас. А вам еще и не сложно. Поехали. Российская армия воюет с библиотеками. В Херсоне в результате обстрела уничтожена крупная областная библиотека имени Гончара. После попадания вспыхнул пожар, который тушили 1,5 часа. Никто не пострадал, но даже на фото, которое публикует глава областной администрации, видно, что здание библиотеки сильно повреждено. Вместе с тем, кроме таких бессмысленных обстрелов, россияне делают ставку на лобовые атаки пехоты. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. Они пишут, что на эту тактику россияне идут из-за нехватки подготовленного личного состава и больших потерь в технике. Российский генеральный штаб, похоже, в значительной степени полагается на лобовые атаки, как на доминирующую тактику в Украине, что является важной частью российского решения проблем военного паритета, изложенных в колонке Залужного о позиционной войне. Российские войска перешли к штурму Бахмута тем временем. С новой силой, как пишут украинские военные в социальных сетях. Сухопутные силы ВСУ сообщают, что отбили 15 атак врага на этом направлении. Россияне пытаются вернуть утраченные позиции. Вообще, тактика России вот в чем. Сначала отступить, когда занимают позиции наши войска, они контратакуют. Всеми силами, очень жестко, агрессивно, с целью вернуть себе утраченные позиции. Бахмутское направление для них сейчас важное направление, и также в политическом смысле, не говоря уже про военный смысл, поскольку Авдеевка для россиян не оправдала себя как быстрая операция, и которая должна была доказать силу русского оружия. Но она себя не оправдала. Уже месяц боев, и, как мы видим, Авдеевка держится, учитывая те потери, которые понесли россияне. А украинские пограничники поднимают флаг над населенным пунктом Тополи на Харьковщине. Раньше это была серая зона. Слившись с селом Пески, не путайте с городом в Донецкой области, они выходят на границу с Российской Федерацией. Украина, Молдова и Грузия станут членами Евросоюза одновременно. Так считает президент Грузии. В эфире одного из грузинских телеканалов она отвечала на вопрос ведущего про горизонты вступления в Союз для Киева и Тбилиси. Я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030 году, 2031 или 2029 году, не знаю. Но этот горизонт будет следующим. Как говорится, Big Bangs. Следующие члены вступят примерно вместе. Мы – трио – Молдова, Украина и Грузия. И у нас это трио создано. Президент Грузии считает, что такая поэтапная интеграция, даже пусть без права голоса, но ассоциирование стран-кандидатов в ЕС тематически по тем вопросам, к которым они готовы, например, транспорт для Грузии, вопросы транспорта и инфраструктуры в Черном море, для Тбилиси будет более чем интересно. Диверсию на Северных потоках координировал находящийся сейчас в СИЗО украинский полковник, служивший в силах специальных операций, Роман Червинский, так считают авторы Washington Post. Они пишут, что Червинский руководил группой из 6 человек,
нанял судно под чужим именем и с помощью водолазного оборудования установили взрывные устройства на газогонах. Но источники Washington-Post указывают, что Червинский не сам планировал операцию, а подчинялся приказам, которые по цепочке приводят к Валерию Залужному. Все это в поддержку российского тезиса про то, что силовые структуры в Украине все сильнее соперничают друг с другом. Washington-Post даже якобы имеет отчет ЦРУ об этой операции, из которого констатируют разновекторность в украинском силовом блоке. Все, кто участвовал в планировании и реализации, подчинялись непосредственно Залужному. Поэтому Зеленский об этом не знал. Червинский через своего адвоката свое участие отрицает. К слову, в СИЗО он оказался по обвинению в превышении полномочий, когда якобы, по версии следствия, попытался провести операцию по переманиванию российского пилота без уведомления СБУ и ГУР. Операция провалилась, и в результате россиянам стала известна информация о личном составе ВСУ на одном из аэродромов, по которому вследствие был нанесен удар. Червинский отрицает тот факт, что действовал без согласования с ГУР и СБУ. История сложная, ждем развязки. Премьер-министр Израиля не собирается возвращать палестинскую автономию в сектор Газа после зачистки его от Хамас. Еще Нетаньяху призвал не поддаваться давлению лидеров других стран с целью прекращения огня. Говорит, никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес Цахал не повлияют на настойчивость Израиля в защите самого себя. Хамас будет демилитаризирован. Израилю больше не будет угрожать сектор Газа. И чтобы гарантировать это, Цахал будет контролировать безопасность Газа столько, сколько потребуется, чтобы предотвратить террор оттуда. Главной причиной того, что Нетаньяху не хочет пускать в сектор Газа палестинскую автономию, израильский премьер называет то, что президент Палестины пока еще так и не осудил действия Хамас 7 октября. Израильская армия продолжает операции в секторе Газа, тем временем все больше государств критикуют действия Цахал. В ООН принимают резолюцию, которая признает незаконными израильские поселения на оккупированных территориях Палестины, включая Восточный Иерусалим и включая Голландские высоты. 145 стран вместе с Польшей и Украиной проголосовали за такую резолюцию, и только 7 против, среди них США, Канада, Израиль, Венгрия и другие. Начинают вскрываться старые забытые вопросы. Президент Турции призывает расследовать и установить наличие у Израиля ядерного оружия. Если такое обнаружится, он призвал изъять его у Израиля. Это Реджеп Эрдоган говорил на встрече Лиги арабских государств. Рамзан Кадыров будет забирать дома у тех, кто в них не убирает. Все, у кого участки, дома в центре Грозного в плохом состоянии, будут переданы, вероятно, Кадырову. تخ حدا ياخذ يجلس بس حدا عاوز هذا يوقع يتدا عاشوا ناخه تخر حدا كان سودو حدا عايز يدا استلام بين حدا غير سودو انا اللي بوصل فيه الطريق يا احمد يا مو عاش من هذا صح كان يشتغل بده حدا هذا يا احمد شو موسى К тому же в социальных сетях снова все чаще можно встретить домыслы о том, что Рамзан Кадыров готовит себе преемника. Может быть, даже кого-то из сыновей. Кадыров – это реальная власть. Реальная власть. И, понимаете, вот если за абсолютное такое, фантастическое беззаконие, которое он вот так вот провоцирует, он получает вообще извинения ото всех. Вот он и есть реальная власть. Ну и, наконец, я полагаю, что Рамзан Ахматович Кадыров решил, поскольку он хочет оставить власть в семье, по-видимому, он выбрал преемника. Преемником является вот этот вот 15-летний мальчик. Вот. Конечно, Рамзану Ахматовичу надо там хотя бы лет 10 просидеть еще у власти. Но он, наверное, думает, что, так сказать, Аллах милостив, и он еще просидит. Вот. Я думаю, что мы вот видим сейчас нового, следующего, будущего президента или правителя Чеченской Республики. С этой позицией согласны не все. Насколько схема «сын в качестве преемника» может быть правдой и может сработать? Его детям, именно парням, очень мало лет до того, чтобы заменить Кадырова.
И надо будет ждать примерно лет 15, примерно. И тем более этот третий, он, я бы сказал, больше готовится не на должность главы республики, если бы даже и хотелось, да, а скорее на должность какого-нибудь, не знаю, военную какую-нибудь должность, но никак не управленческую. У него идет сам Кадыров, воспитывает своих этих 3 сыновей в качестве первый, старший, он какой-то административный, второй какой-то спортсмен и третий какой-то силовик, то есть в таких условиях. На границе Польши и Украины умер украинский водитель. Польские перевозчики продолжают акцию протеста, они блокируют границу, там уже собрались огромные очереди из грузовиков. Общая задержка, время ожидания около 140 часов. Причины смерти украинского водителя все еще устанавливаются. Случилось все на парковке в городе Хелм, недалеко от пограничного КПП. Протесты продолжаются с понедельника. Водители требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских вооруженных сил. Также требуют приостановки действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны и широкомасштабного наступления России в Украине, и проведения проверок таких компаний. А в России на льду умер хоккеист прямо во время матча любительской лиги. 61-летний форвард клуба «Армата» Янчишин потерял сознание, у него остановилось сердце. Врачи скорой пытались его спасти, но им этого сделать не удалось. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забудьте поставить лайк, не забудьте прокомментировать видео и не забудьте подписаться на наши каналы. Это важно, ведь так нас становится больше, и это видео сможет увидеть большее количество людей. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.